Всем привет! Это вторая часть мастер-класса на жакет. В этом видео мы свяжем рукава, воротник и доделаем карманы и отверстия для пуговиц. Удачного вязания! Приступаем к рукавам. Для этого берем короткие спицы 5 мм и наберем по пройме петли. Далее перейдем на спицы номер 6, так как будем вязать по кругу рукав, и там плотность другая, чем в поворотном вязании. Поэтому нужны короткие спицы номер 5 и номер 6. А номер 5 набираем, чтобы петли были не такие растянутые в самом начале. Берем ниточку и смотрим, где наш подрез. И вот это имитация шва. Здесь будем поднимать петли. Получается, мы делали подрез из 3 петель, а в другую сторону, если вязать, то из подреза нужно будет набрать 4 петли. Половинку сначала эту поднимем, потом все петли по пройме и вторую половинку подреза доберем. И будет такая середина у нас рукава. Значит, первая петля вот будет отсюда. Вот наша изнаночная петля. И вот 2 петли получается вот такие вот, если в другую сторону вязать. Поэтому первая вот это будет у нас петля. Поднимаем. Итак, первая петля есть. Теперь вторая петля. Вот это. Не отсюда, потому что тут будет большая дырочка, а чуть ниже. Вытягиваем вторую петлю из подреза. И дальше уже идут у нас кромочные. Вот первая вот такая вот немножко неправильная. Вот первая кромочная. Такая плотность у этого полотна, что можно из каждой кромочной по одной петле набирать. Поэтому поднимаем из каждой кромочной по одной петле. Аккуратно смотрите, чтобы было захвачено именно кромочная, а не вот рядышком петля. И поднимаем вот так вот из каждой кромочной по одной петле. Должно получиться одинаковое количество у нас по переду и по спинке петель в рукаве. Доходим до шва, и от шва такое же должно быть количество, и 2 петли подреза. Осталось еще 2 петли из подреза. Находим вот эту вот петельку, которая рядышком, и из изнаночной получается чуть-чуть сбоку, справа от изнаночной. Все, набрали. Значит, количество должно быть симметричное до шва и от центра подреза. Всего получается 56 петель на рукав по 28 с каждой стороны. Далее нужно расставить маркеры, но прежде чем это делать, нужно переснять на спицы номер 6, чтобы уже вязать на шестерке. Поэтому мы просто переснимаем петли на спицу большего размера. Просто вот так вот переснимаем. Пересняли петли на шестерку, и теперь нужно расставить маркеры, чтобы вязать укороченные ряды, для того, чтобы у нас получился окат. Как будем расставлять? Значит, вот наш шов. И вот серединка получается, вот выходит наш шов, и вот тут вот у нас делится пополам рукав. Отмеряем от шва с каждой стороны по 6 петель, чтобы на верхушку головки рукава у нас было 12. Ставим маркеры. Так, вот. Определили вот этот наш ровный участок, от которого мы будем вывязывать укороченные ряды. И также ставим маркеры
от подреза 2, потому что подрез у нас не будет участвовать в укороченных рядах. То есть вот эти 4 петли подреза мы отделяем. Есть. Всего нужно провязать 20 рядов укороченных рядов. Это приблизительно 9-10 сантиметров будет окат рукава. Если 20 рядов, то значит по 10 точек разворота с каждой стороны. То есть нужно расставить 10 маркеров. У нас уже по 2 есть с каждой стороны, еще 8. Поэтому считаем, сколько у нас здесь петель, и равномерно расставляем маркеры. Если посчитать, сколько здесь петель, то у меня здесь их 20 петель. То есть приблизительно по 2 петли и 2 раза по 3. То есть я ставлю маркер первый через 3 петли от этого ровного участка и от подреза тоже 3 петли. А остальные, получается, 6 маркеров через 2 петли в каждый промежуток будет. Есть, одна сторона готова. Пересчитаем все правильно. 10 маркеров с одной стороны и аналогично расставляем и с другой. Так, расставили все маркеры. 20 маркеров. И начинаем вязать наши укороченные ряды. Значит, довязываем вот этого маркера. Получается, все вот эти маркеры мы вяжем ряд и переснимаем, потому что они нам еще пригодятся. Вот, довязываем вот этот ровный участок, и здесь у нас будет первая точка разворота. Дальше вяжем в обратную сторону, вторая точка разворота, и вот так вот до каждого маркера мы вяжем укороченные ряды, пока все маркеры у нас не закончатся. Здесь еще можно отметить первую вот эту петлю, это будет начало ряда. Так, отсюда мы будем отсчитывать ряды. Вяжем наши укороченные ряды, все маркеры снимаем, и у нас потом получается такой окат. Вот такой. Я уже провязала один рукав, и вот такой вот окат у нас получается. Укороченные ряды, и за счет того, что мы набирали петли на спице номер 5, а дальше уже вязали на шестерке, их практически не видно, эти укороченные ряды, эти точки разворота, потому что петли маленькие. Вот такой вот рукав. У меня здесь есть убавки. Здесь, когда уже в круговое вязание мы переходим, я вставлю короткое видео, как вот эту петлю, которая была разворотная, как ее в круговом вязании поднять. И когда уже перешли на круговое вязание, отсчитываем здесь ряды. Вот получается вот эта вот петля у нас, начало ряда. Отсчитываем и считаем, чтобы делать убавки. Убавки я делала, получается, вот эти 2 центральные петли, от них по 2 вместе провязывала, с наклоном, получается, влево и вправо. Вот, по 2 петли вместе. Получается, здесь первая убавка у нас в 8 ряду, а здесь, получается, в 7, потому что у нас как бы здесь меньше рядов получается, здесь больше, потому что начало ряда. И дальше уже следующие убавки в каждом 7 ряду. Всего убавок парных 11 раз я убавила. Вот. И в рядах рукав получился 82 ряда. Это приблизительно 42 сантиметра. Тут вот я закрыла, как мы и по низу закрывали обычной протяжкой. И получается, в круговом вязании
берем крючок, чтобы красиво у нас тут вот эта цепочка шла. Берем крючок, еще раз покажу. Вот этот стык, вытягиваем нитку, обрезаем ее и вставляем крючок вот в петельку, в первую, которая у нас получилась, и вытягиваем нитку. И дальше вставляем вот в эту петельку, из которой у нас нитка выходит, и вот эту ниточку подхватываем и вытягиваем. И получается вот такой вот, замыкаем эту косичку в круг. Дальше ниточку прячем по изнанке. И вот такой вот рукав. Тут, я думаю, все понятно с укороченными рядами. Еще раз показываю. Значит, вяжем все вот эти маркеры, переснимаем, все они нужны. Довязываем до вот этого левого маркера, который слева от нашего вот этого ровного участка из 12 петель. Снимаем этот маркер, разворачиваемся, довязываем до правого маркера, его снимаем, разворачиваемся и дальше уже до каждого маркера. Вот так вот вяжем, пока все маркеры у нас не закончатся. Всего получается 20 рядов окат рукава. И вяжем. Возможно, вам понадобится другая длина рукава, поэтому можно примерять в процессе вязания. Рукава готовы, и приступаем к воротнику. Для этого нам понадобятся спицы на размер меньше, чем мы вязали основное полотно, то есть номер 4. Вот такие вот у меня спицы укороченные. Значит, где мы будем поднимать петли для воротника? Вот наш лацкан. Вот последняя петля лацкана получается. Вернее, первая петля лацкана. Вот она такая. Получается немножко неправильная. И еще 3 петли кромочные. 1, 2, 3. Отступаем. И начинаем набирать петли с 4 петли вот этой кромочной. 4 петли от лацкана. Вставляем спицу в эту кромочную, и с каждой кромочной будем поднимать по одной петле на одну сторону. И получается, нам нужно будет удвоить это количество для того, чтобы вязать полым вязанием, полой резинкой. Подняли одну петлю и делаем накид. Накид у нас будет, получается, вязание с другой стороны. Подняли одну петлю и делаем накид для того, чтобы удвоить наше количество петель и вязать полой резинкой. И вот так вот из каждой кромочной поднимаем одну петлю и сразу же за ней делаем накид. Поднимаем петлю и накид. И так вот до второй нашей точки. Можно, если запутались, удобно отметить маркером. Вот наша получается вот эта петля лацкана. Потом еще 3 кромочные. Вот такая вот кромочная, тоже неправильная. 1, 2, 3. И вот это вот 4. До вот этой вот петли включительно мы поднимаем вот таким вот способом. 1 петля из кромочной и накид. Здесь по спинке просто из каждой вот такой вот косички тоже по 1 петле поднимаем и накид. 1 петля накид, и каждая петля у нас отвечает за 2 вот такие вот петли. Поднимаем до конца, до вот этого места. Дошли мы вот до маркера, и отсюда еще получается 2 петли нужно поднять. Вот мы подняли перед этим петлю накид, и отсюда поднимаем петлю и делаем накид. И разворачиваемся. Здесь важно этот накид не потерять, потому что это неполноценная петля. И этот накид получается сразу же
вот на эту спицу переносим, чтобы его не потерять. И здесь уже вяжем стандартно, то есть изнаночную мы снимаем, лицевую провязываем. Вот эта петля у нас следующая, она как изнаночная. Мы ее переснимаем. А накид в предыдущем ряду мы провязываем лицевой. И так двигаемся до конца. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем. Вот такая вот у нас широкая получается лицевая. Мы ее провязываем. И так до конца. Итак, довязываем первый ряд полой резинки. И получается у нас последняя петля как изнаночная. Мы ее переснимаем. И для чего мы здесь оставляли 3 эти петли? Чтобы добирать петли в каждом ряду. Поэтому вот кромочная и следующая. Из этой следующей мы, получается, добираем петли. Каким образом? У нас есть петля вот эта. Она состоит из 2 дужек. Мы берем вот эту, которая ближе к нам, дужку, и из нее вытягиваем петлю и разворачиваемся. А здесь мы находим вторую дужку, которая ближе к нам, той же, получается, кромочной петли. Вот она, вот эта кромочная, и вот эта вот дужка, которая вторая. Из нее мы тоже вытягиваем петлю, чтобы вытянуть, получается, 2 петли, чтобы было парное количество. И вот так вот, если неудобно спицей, можно крючком попробовать. Вытягиваем. И вяжем, получается, уже второй ряд полой резинки. Здесь у нас все идет поочередно. Вот и наша изнаночная, вот лицевая, изнаночная, лицевая. Получается, мы эту изнаночную просто переснимаем, потому что мы в каждом ряду вяжем лицевые, а изнаночные снимаем. Снимаем и вяжем полую резинку. Тут ниточка, подтянем ее и вяжем дальше. Второй ряд полой резинки. Изнаночные снимаем, лицевые провязываем. И в конце точно так же из кромочной доберем 2 петли. Связываем второй ряд полой резинки. Здесь точно так же мы заканчиваем изнаночной. Так, маркер можно снять, чтобы он нам не мешал. Мы изнаночную снимаем. И вот эти петли из этой кромочной у нас, значит, мы из следующей кромочной добираем 2 петли. Точно так же вот у нас 2 дужки из одной и из другой. Сначала из этой, которая ближе к нам. Вот так вот ее поддеваем и вытягиваем петлю. Разворачиваемся. Так, и находим вторую дужку нашей кромочной петли. Вот. Вот она. И из нее вытягиваем еще одну петлю. Вот так. И получается, это уже будет третий ряд полой резинки. Каждый раз мы добираем из кромочной по 2 петли. И получается, всего нужно будет 6 рядов полой резинки провязать. То есть сейчас будет третий. Мы добираем опять из кромочной в конце, потом 4 и опять добираем. И так пока кромочные у нас не закончатся. Вот эти вот кромочные горловины. Потому что петли вот эти вот лацкана мы не трогаем. Только вот эти, которые у нас
до лацкана кромочные, мы их задействуем. И всего 6 рядов получается полой резинки, и дальше уже будем вязать воротник основной. Вяжем. Вязали 6-й ряд, и нужно захватить последнюю кромочную. Она вот такая вот необычная. Вот получается одна дужка и вторая. И вытягиваем из нее еще 2 петли. Одну и вот за вот эту дужку вторую петлю. Так, вытянули. И далее получается уже 7-й ряд. Но нам нужно сократить количество в 2 раза. То есть провяжем по 2 петли вместе. Вот это у нас первая. Ее нужно провязать с вот этой вот изнаночной вместе. Для этого мы разворачиваем, если нужно, изнаночную и провязываем 2 петли вместе. Вот так провязали. И дальше нужно развернуть лицевую и изнаночную, так, чтобы было удобно провязать их вместе. Вот так. И таким образом сокращаем количество петель в 2 раза. То есть возвращаем обратно, потому что воротник у нас будет одинарный. Вот так вот вяжем. Еще раз. Если у вас петли стоят правильно, то можно их не разворачивать. У меня стоят неправильно, потому что я вяжу бабушкиными петлями. И мне вот так вот нужно их развернуть. Вяжем так до конца. Здесь у нас все должно сойтись. Вот у нас последняя лицевая и изнаночная. Тоже вяжем их вместе. И дальше будем уже захватывать петли лацкана и вязать основной воротник. Сократили наши петли. С этой стороны у нас получается изнаночный ряд, а здесь лицевой. Дошли мы до лацкана уже, и получается теперь в каждом ряду будем захватывать по одной петле из лацкана. Только здесь уже нужно за 2 дужки захватывать. Вот первая такая петля. Здесь получается длинная дужка, здесь короткая. Нужно их 2 захватить и поднять петлю. Вот так. Это у нас спицы номер 4. Переходим обратно на номер 5, чтобы вязать воротник. Первый ряд получается у нас будет изнаночный. Просто вяжем все петли изнаночными и захватываем в конце вот кромочную, вернее не кромочную, это у нас мы крючком добирали петли, вот эту вот петлю из лацкана, первую. Есть первый ряд изнаночный у нас, и вот нужно добрать петлю из лацкана, первую. Но так как это у нас изнаночный ряд, нам нужно, получается, с этой стороны подхватить, чтобы на лицевой у нас все было красиво. Поэтому вставляем спицу, получается, с лица в эту кромочную и вытягиваем петлю. Можно воспользоваться крючком, если неудобно. Захватили одну петлю лацкана
и разворачиваемся. Теперь лицевой у нас ряд. Вот наш лацкан и вот наш воротник. А это у нас как будто бы ложная кетлевка, чтобы уплотнить здесь воротник, чтобы он нам все подсобрал. Как теперь вяжем? Значит, вяжем точно так же. Захватываем в каждом ряду. Всего нужно захватить, ну, 6 петель лацкана, чтобы еще кусочек у нас вот такой свободный остался. То есть 6 вот таких вот косичек с одной стороны и с другой. И вяжем лицевыми изнаночными. Но нужно еще, чтобы хорошо лег воротник, делать прибавки. Прибавки будем делать в каждом 4 ряду. То есть получается в каждом 2 лицевом. Ну, отступим 2 петли, например. Просто дальше они у нас будут увеличиваться, это количество петель. Но место, где будем делать прибавки, ну, можно сделать одно, чтобы было понятно и не запутаться, где делаем прибавки. Значит, 2 петли и прибавка. Прибавки точно такие же, как мы делали для закругления проймы. Вот такие вот закрученные накиды. Неважно в какую сторону, главное, чтобы они были симметричные. То есть, если здесь справа в одну сторону, то слева в другую. И вот такие вот прибавки. В этом ряду делаем, дальше в следующем лицевом пропускаем и так через лицевой ряд. В каждом 4 ряду делаем прибавки, чтобы немножко наш воротник расширялся. И когда уже захватим здесь 6 и с той стороны 6 вот таких вот петель, дальше пойдем просто по прямой вязать, чтобы был вот такой вот у нас тут уголочек. Можно, тут смотрите уже, как вам хочется, какой длины воротник, но приблизительно где-то я буду делать 9-10 сантиметров, плюс-минус 20-22 ряда от вот этой вот ложной кетлевки. Вяжем воротник, делаем прибавки и не забываем захватывать здесь 6 петель. Так, воротник готов. Вот как это выглядит. Вот наши 6 захваченных петель и закрытые петли по краю. Значит, прибавки. Первая прибавка вот тут вот во 2 ряду и каждая следующая в каждом 4 ряду. И вот последняя получается не с края. Значит, от нашей ложной кетлевки здесь отвязано 21 ряд. Это приблизительно 9,5 сантиметров. Вот как это выглядит. Этот участок немножко короче, чем лацкан. И вот так вот оно будет выглядеть. И по изнанке наш воротник. Здесь закрытые петли, точно так же, как мы закрывали по низу. Вот ниточка. И теперь можно было бы приступить к карманам, но так как карманы у нас будут заходить на места, где будут у нас пришиваться пуговицы, лучше сначала сделать отверстие для пуговиц. Для этого мы возьмем крючок и будем по этим открытым петлям обвязывать тамбурным швом. Значит, нужно сначала распустить вот это вот, то, что у нас дополнительной ниточкой мы обвязывали, и взять желательно носочные спицы, чтобы было удобно их подхватить, эти петли. У меня нет таких толстых носочных, поэтому я беру обычные, просто вот так вот 2. Сейчас вставим в наши петли. Находим петли открытые. Ну, вернее, они не открытые, а захваченные бросовой ниточкой. Так, чтобы было удобно.
развернем и находим вот эти петли, по которым мы провязывали крючком. И за одну дужку вот так вот вставляем спицу. Спица у меня точно такой же размер, номер 5. Так, есть. Получается 5 петель у нас захвачено с этой стороны. И с этой стороны получается 1, 2, 3, 4. А с этой стороны 4. Так как мы вязали, получается, в эту сторону сверху вниз, поэтому такое направление у нас петель. Берем вот так вот, подхватываем и одеваем на спицу. Все, петли зафиксировали, и теперь распускаем наши веревочки. Так, распустили. Берем крючок, у меня это 4,5, и основную нашу нитку, той, которую мы вязали. Так, тут у меня не подхвачено. Так вот. Что мы делаем? Берем крючок и вставляем вот в эту петлю у нас, которая справа внизу. И берем ниточку и вытягиваем из нее петлю. Все, петлю снимаем со спицы. Дальше следующую вставляем крючок в нее. Можно снять для удобства. И вынимаем из нее петлю и провязываем наш тамбурный шов. И так действуем дальше. Вытягиваем из петли петлю крючком и закрываем. И так вот до конца. Здесь можно отрегулировать отверстие, то есть можно чуть потуже, если надо, затянуть, а если не надо, можно расслабить, смотря какая у вас пуговица. У меня пуговица диаметром почти 3 сантиметра. Так, провязали мы вот эти петли, которые по низу. Что мы делаем дальше? Дальше мы находим такую среднюю петельку, которая у нас между вот этими двумя участками сбоку. И вытягиваем из нее тоже петлю. И закрываем. Теперь, так чтобы было удобно, перетянем спицу. Вот это отверстие наше. Теперь точно так же с этими петлями. Тоже вытягиваем петлю и закрываем. Вот наше отверстие такое вот получается. И здесь точно так же симметрично нужно из полотна вытянуть петельку. Берем вот эту вот среднюю петельку между этими двумя участками и вытягиваем из нее петлю и закрываем. Так, нитку можно обрезать. И вытягиваем. И здесь, чтобы спрятать
эту ниточку можно, получается, замкнуть вот этот круг косички. Для этого мы берем крючок, вставляем вот в эту, которая у нас следующая косичка, и вот так вот подхватываем ниточку. Далее берем вот эту косичку, вставляем в нее крючок снизу. И вытягиваем нитку. Получается, вот так вот мы зациклили наше отверстие. Получился такой овал. И ниточку уже на изнанке прячем. Вот такое вот отверстие получается. Оно в меру надежное, не растягивается. И оно также у нас созвучно с закрытыми петлями вот по лацкану и по воротнику. И так обрабатываем все отверстия. Дальше пришиваем пуговицы. И уже потом займемся карманами. Для карманов желательно пряжу, которая у нас будет потоньше, потому что у нас будет внутри вот такой вот участок. Получается прямоугольничек такой. Мы его потом привяжем к полотну и к вот этой части кармана. У меня пряжа бобинная, поэтому я буду брать, ну, может, в 5 сложений. То есть где-то будет 300 метров на 100 грамм толщина нити. И, соответственно, спицы будут потоньше. И вяжем вот такой вот прямоугольничек. Один и другой. Два одинаковых. И будем потом привязывать и делать внутреннюю часть кармана. Так, пришили пуговицы. Вот. Получается 4 у нас вот таких вот основных. И одна запасная, прозрачная. Вот. Она чуть-чуть меньше. Если вот эти пуговицы у меня где-то 2,7 сантиметра, то это 2,5 сантиметра. И она вот так вот застегивается внутри, потому здесь одно отверстие, а здесь эти основные пуговицы застегиваются. Значит, пришили пуговицы. Я пришивала основной ниткой, взяла из бобины вот такую одну ниточку и в 2 пришивала иголкой. И после того, как пришили мы пуговицы, можно уже приступать к карманам. Для кармана я связала вот такой вот прямоугольник. Здесь тоньше полотно, получается 300 метров на 100 грамм и плюс вот эта пушистая ниточка, чтобы тоже тепло было в руке. Вот так вот прикладываем карман. Значит, как мы будем пришивать? Карман у меня получается где-то 16 в ширину и в высоту 18 сантиметров. Думаю, что в петлях нет смысла, потому что говорить, ну, что у вас может быть другая толщина пряжи. Но у меня тут 30 петель и 45 рядов. Спицы 3,5. Вот. Вот так вот прикладываем. Значит, будем пришивать за вот эту вот часть кармана. Не пришивать, а привязывать с помощью крючка. И чуть-чуть у нас вот тут вот ниже пойдет, ниже кармана, чтобы руке было тут достаточно места. Поэтому можно наметить, например, взять маркеры, чтобы зафиксировать вот эти вот уголочки. Давайте зафиксируем. Значит, будем, вот ниточка, я вытянула ниточку и отмотала, ну, где-то метров 5, может, так, с запасом. И фиксируем здесь, в этом месте, где у нас
заканчивается карман, и с уголочком, с одним. Дальше примерно вот так вот разложим по ряду, отследим, чтобы ровно было. Здесь у нас немножко пуговица будет мешать. Ну, вот так вот с краю от пуговицы, чтобы ровненько ряд у нас был, по изнаночным петлям отслеживаем и фиксируем второй уголок. Можно это делать булавками, конечно, если есть. Здесь тоже фиксируем по низу. Это так примерно, потому что у нас тут петли все равно не совпадают. Будем перепосаживать. Здесь можно тоже ряд отследить, вернее, не ряд, а вот эту вот дорожку изнаночную, чтобы все у нас было ровно. И получается еще 4-й уголок. Наметим. Тоже ровненько смотрите, чтобы тут все у нас совпадало с рядом. И зафиксировали. Все, теперь берем крючок. У меня 3,5, так как ниточка это уже тоньше. И будем привязывать. Берем, вставляем крючок. И вот изнаночная у нас, которая рядышком. Изнаночная вот эта вот петелька основного полотна. И вяжем, получается, столбики без накида. Вот такие. Можно в каждую, можно... Смотрите, чтобы у вас совпадало. Вот какая напротив петли кармана в полотне, такую и поддеваем. И вяжем столбиками без накида. Можно пропустить следующую, например, потому что у нас здесь их больше, чем в основном полотне. И вот сразу же, которая напротив. Главное, чтобы она была в том же ряду основного полотна. И вот так вот привязываем крючком. Можно еще пропустить. И вот так. Сильно тут вот не затягивайте, чтобы подвижный был карман и не стянул нам полотно. И вот так вот двигаемся до маркера. И дальше уже пойдем вниз. Можно, конечно, зашить, если вы не умеете вязать, например, крючком. Можно это все зашить иголкой для пряжи. Но мне удобнее крючком привязать. Вот как выглядит привязанное полотно. Здесь возле пуговицы было сложновато два столбика привязать, но я здесь специально свободненько пуговицы пришила. Кстати, эта пуговица двойная получается. С одной стороны и с другой вместе я их пришивала в одном месте, чтобы они были четко друг напротив друга. Так, привязали, значит, мы по одному ряду. И теперь вдоль одной петли двигаемся вниз полотна. Вот выбираем одну какую-то петлю, привязываем к ней. Дальше под ней сразу же тоже привязываем. И вот так вот четко вдоль одной петли мы двигаемся, чтобы у нас было ровно привязано. И уже когда дойдем до низа, точно так же привязываем, как и здесь. Давайте одну привяжем. Здесь могут у нас не совпадать. Кромочные, может быть, кромочных меньше, чем петель основного полотна, поэтому будем перескакивать
Главное, чтобы не сбиться с одной вот этой петли, чтобы ровненько в дорожке в одной привязывать. Привяжем, например, вот так. И дальше уже будем отслеживать по этой петле вниз. Вот. Дальше следующее вот это. Вот это можно себе прошить, если боитесь запутаться. Вот так вдоль одной петли двигаемся. Итак, привязали вот карман. Здесь просто соединяли кромочные, где у нас вход в карман. И вот так вот выглядит внутренняя часть кармана. Все. Вяжем такой же прямоугольник и привязываем с другой стороны. И можно будет постирать. Если будет у нас вот этот край заворачиваться после стирки, можно будет его еще обработать крючком. Но я надеюсь, что он не будет заворачиваться, потому что пряжа кардная, и она не такая упругая, как гребенная. Вяжем карман, и можно будет постирать. Доделала я второй карман, и обвязка мне не понадобилась. Но если у вас пряжа более крученая, возможно, нужно будет обвязать, например, крючком, вот так вот по всему краю жакета, например, полустолбиками, там несколько рядов, например. Вот по низу это все можно замкнуть в круг и вязать, например, несколько рядов полустолбиками. Это если у вас сильно заворачивается. Я сделала ВТО. Стирала я вручную, конечно же, я не рискнула в машинке в стиральной. И после высыхания я через ткань хорошо так прогладила лацканы. И вот тут вот воротник, вот эти вот все края, закрытые петли. И по низу. Также вот здесь и по низу. И оно у меня не заворачивается. Вот как выглядит. Воротник немножко заворачивается, когда я надеваю жакет, но меня это, в принципе, устраивает. Так что получился такой, как будто бы не обработанный край. Вот. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, у вас все получится. Не стесняйтесь задавать вопросы, если они возникли у вас. Пишите в комментариях, я всегда стараюсь отвечать. Всем желаю удачи и до новых встреч!